нету, только пожалуйста. Давайте я скажу. Фрукты. Давайте. Ну, дайте скажу тост. Слушаем внимательно. Ну, что самое главное в нашей профессии? Что? Не выгореть. Я хочу поднять этот маленький по наполнению бокал, но очень глубокий по смыслу за нашего дорогого коллегу, за друга, за Славика. Спасибо. Вот я в твои годы, в 79-м. А какие годы-то? Почему нет торта, свечи? Секундочку. Сейчас все будет. Боля. Опа! Вот. Так. Пиздец, сколько тебе лет-то сейчас? Тридцатник. Ой, ты что, мой ровесник, что ли? Ты меня на год старше. А то вы все меня за мальчика держите до сих пор. Вот паспорт. Ну, покажи. Держи. Смотрик не обманул. К тому же ты у нас еще и Борислав. Янович, и вы бы все об этом знали, если бы хоть раз назвали меня по имени и отчеству. Ну что ж, пора исправить эту ошибку. Дорогой Борислав Янович. Извините. Ну вот, надолго. Нет, не могу говорить. Ага. Ну что? А то Славик, стажер. Ты хоть помнишь, когда я в отдел пришел, а? 3 года назад, стажер. Да, так время Что подтвердить? Вы хотите услышать, способен ли мой сотрудник на убийство? Слушайте, я возьму этот кусочек с розочкой. Никто не против? Конечно. Я против. После 6 есть вообще вредно. А? Быстрее. Ну, хватит меня, я щекотки боюсь. Реагируй как-нибудь на меня, а? Чего ты? Ты хоть понимаешь, что они думают, что Олег убийца? Слушай, ты сама как думаешь? Они обязаны проработать версию. Я твоего Олега не знаю. Давай, я тебя спрашиваю, ты что сама думаешь? Ну, я не знаю, понимаешь? Я с ней встречалась 2 года. Ну, либо я совсем слепая, либо я... Галка, пошли торт есть. Уйди отсюда, уйди. Торт мне оставь. Так. Что делать? Давай попробуем посмотреть на это дело без эмоций. Ну, просто как будто это не Качалов, а некий подозреваемый. Думаю, что против него? Значит, против него паспорт. Рядом с паспортом труп. Ну, согласись, ну это очень странно. Опытный следак оставляет такие улики. Думаю, зачем? А если он захотел замести следы, пошел в магазин за хлоркой, а там его сбила машина. Господи, что я несла? Господи, что я несла? А вот если он... А ты понимаешь, что на ее месте могла быть я? Слушай, тебе нужно выспаться. Кстати, у меня есть снотворное отличное. Очень сильные, четвертинки хватит. Все, приходи. Мам, открой дверь, мне фен нужен. Зачем тебе ночью фен? Я голову помыла. Ну, мам! Сама высохни. Мам, телефон там? Нет! Блинский! Да. Востриков Борис Алексеевич. В нем найдена банковская карта и водительское удостоверение. Значит, не ограбление, что ли? Выходит, что нет. Ну и какая причина смерти? Привет. Несколько ножевых ранений, привет. Лежит с вечера, тупо истек кровью. Держи. Все данные мы уже отправили, но ночь ведь. Так что ответят не раньше, чем с утра. Здравствуйте. Здрасте.
Всем привет. Привет. Ой, Слушай, ё-моё. такой не местный, а турист. Слушай, а что ты мне за таблетку дала? Ты что, целиком выпила? Тебе самое время обратиться к подсознанию. Давай, какие у тебя ассоциации возникают? Нижний Новгород, Кострома, Ярославль. Волга. Круизный лайнер. Давай, давай. По факту смерти возбуждено уголовное дело, поэтому отплытие придется задержать. Что значит задержать? Вы шутите? Похоже. Так, скажите, в какой палате В каюте. ехал? Плыл, у меня 200 душ. Я что, должен всех помнить? Каждый заплатил за круиз. Что я им должен сказать? Они и так уже все смотрели здесь. И дожди обещают с грозами. Юль? Подождите, я вспомнил. 188-я каюта. Он ехал с женой и ребенком. Я еле ее убедил, что муж загулял и нагонит в соседнем городе. Так, просыпаемся, просыпаемся. Спасибо! Берем тебя в руки. Стоп, машина. По качану! О, еще одна делегация. Ну что, отплываем? Нет, мы вот из полиции, да. Вы извините, нам очень жаль, но, к сожалению, ваш муж, он мертв. Мам. Я знала, что случилось что-то плохое. Боря не мог просто так опоздать. Он не такой человек, понимаете? Такой человек. У него, может быть, были знакомые в нашем городе? Нет. Знакомых не было. А на теплоходе? Ну, да, конечно, он очень добрый, очень общительный человек. Может, он за время путешествия мог приобрести себе недругов? Нет, что вы. Он со всеми мог найти общий язык, да, Стёп? Чего же вы с ним в город не вышли? У нас город такой красивый. А у меня давление поднялось. А Стёпка решил не оставлять меня одну. Амбидекстер? Что? Ну, обычно у людей одна рука ударная, а у тебя обе. Я не бил никого. Нет, что вы, он… Это из-за отжиманий. Боря с ним каждое утро зарядку делал. Он хотел настоящего мужчину из него сделать. Галка, Гамаюн. Чего? На выход. Администрация города просит поторопиться. Убийство туристов в начале сезона – это катастрофа для их бюджета. Приказ сверху – закрыть дело как можно скорее. Так что придется опрашивать туристов ночью. Всех? Втроем? Да, что? Васильевич, Потому что все наши после вечеринки не в форме. это они не в форме. Вы на нее посмотрите. Гамаюн, держи. Вот это твоя палуба. Я здесь. Галка, ты лови всех, кто еще не спит. Ясно? Кто там? Откройте, пожалуйста, это полиция. Здравствуйте. Извините, что бужу среди ночи. Мне надо с вами поговорить. Проходите. И с вашим мужем. Здрасте. Кривцовы, да? Да-да. Угу. Это не обязательно. Я задам пару вопросов, и можете продолжать. Ну, в смысле, ложиться спать. Мне только понадобятся ваши паспорта и билеты. А мой в соседнем номере. А что он там делает? Только мужу не говорите, пожалуйста. А где муж? Футбол в баре смотрит. Ну, мне, в общем-то, все равно, в какой комплектации вас опрашивать. Я же не из полиции нравов. Это даже хорошо, что вы ко мне заглянули. Такая скукотища на этом корабле. Фу, что это за запах? А, это я рыбку копченую в Угличе купил. Продавец сказал, довезу. Здравствуйте. Здрасте. А с ним еще один мужик был. А кто именно? Да, старикашка какой-то дюже вредный.
У него были стычки с убитым? Да не то, чтобы стычки. Ну что, вы не можете вспомнить, где вы последний раз видели? У памятника. Это с мамой мудрым. Нет, в церкви Ильи Пророка он еще был. И в рубленном городе тоже был. А потом уже откололся от экскурсии. Но в Кремле этот Велимир постоянно зудел, что Боря ему мешает своими шутками информацию впитывать. Неприятный мужик. Я хотела прибраться, но он к себе не пускал. Давайте, откройте. Понятно. Так, это значит, у нас Храмов Велимир Федорович тоже не вернулся на корабль? Что, объявляем розыск? Давайте. Вы тут заканчиваете с Гамаюном. Прости. Доку. Галка. Да. Сейчас, ладно. А я не слышала, как ты вошла. Ребят спят. А к Вере вчера мальчик приходил. Они закрылись в комнате. Я не понимаю, для тебя это что, обычное дело, что ли? Ей 16. Ты слушаешь меня или нет? Ты знаешь, чем это заканчивается? Мамочка, ну что ты так волнуешься? Вспомни себя в их возрасте. Ну, невероятно. Там, где надо проявить родительскую волю, ты просто устраняешься. Мамочка, давай я с воспитанием детей как-нибудь разберусь сама. Вот именно как-нибудь. Что такое-то? Я на полчаса забежала домой, чтобы переодеться и перекусить. И тут... Конечно, а остальное доделает мама. Подай, принеси, пойди вон. А в серьезных вопросах? Мам. Привет. Я не собиралась тебе звонить, но... Я не собиралась с тобой разговаривать, но ты должен... Ну что такое? Привет. Я не собиралась с тобой разговаривать, но ты должен знать, что... Возьми трубку, блин! Здравствуй. Мама. Ты как? Привет. Привет. Ты представляешь, Храмов нашелся. Знаешь где? Где? Больница. Я смотрю, ты бодрая и весела. Выспалась на его диване? Горячего спасибо. Слушай, и пока его нет, я хочу поискать папку с делом Качалова. Прикроешь? У него в кабинете? Ага. А если он придет? Ну, друзья же на то и существуют. Он придет, ты мне предупредишь. Как я это сделаю? Боже, царя храни, буду петь. Ну ладно. Тогда и сама. Ну я тут при чем? Это же твои тараканы. Ой, господи. Так, что? Какие тараканы? У нас в отделе Тараканы, тараканы? да, там его Бога вчера убила. А сейчас иду, смотрю, ползет. Пойдемте, сам экспедиционную вызовем. Какие тараканы? Тараканы усатые какие, рыжие. Да. Ну, надо помочь товарищу. Что это? Бардак устроили. Славик, ну какого черта? Кто обещал вчера? Что слышишь? Валентин Николаевич, вам помочь? Не надо, Борислав пьяный сам справится. Я здесь сейчас все уберу. Поторопись. Уходи. Ира, помоги, пожалуйста. Пока здесь крысы не завелись. Да. Все будет нормально, не переживайте. Алло? Ничего. Да, ага. Да, мы едем уже. Как дела? Что стоишь? Поехали, давай. Буквально, да, будем через минуту, ага. Ага. Да, сейчас будем. Ага.
попалась, да? Ты попалась? А тебе не кажется, что Горячев давно уже в курсе вашего романа с Качаловым? Что ты взяла-то? Ты ничего не замечаешь? Да нет. Ты правда ничего не замечаешь? Да ну, бред, ты чё? Ничего не бред. Ты бы видела, как он на тебя смотрел вчера, когда храпел он в чужой постели. Скрыть это от влюбленного мужчины, да еще следователя со стажем, просто невозможно. Так что это игра в кошки-мышки. Кто бы говорил. 35 лет в отделе кадров. 7 почетных грамот. Понятно, что незаменимых у нас нет. А кому я теперь нужен в свои почти что 60? Так а вы поэтому в круиз отправились? Поэтому в круиз отправился, чтобы развеяться. Чужие города, новые лица. Велимир Федорович, скажите, что с вами произошло-то? А вы на нее похожи. На кого? Я женщину встретил, но она… Да клофлинчица она оказалась. Опоила его и обобрала как липку. Когда он отойдет-то? Мне нужно задать ему пару вопросов. Я все слышу. Тогда ответьте нам, когда вы видели последний раз Вострикова. На ярмарке. На ярмарке что он там делал? Деньгами сорил. Сувениров накупил. Каких? Магнитики на холодильник, берестяные. Берестяные. Нет, а вы на нее не похожи. Оставьте свой номер телефончика, а я вам позвоню, если еще что-нибудь вспомню. Конечно, конечно, давайте напишу. Маньяк какой-то, к нему больше не пойду. Пойдешь как миленькая, он же наш свидетель. И потом, разве тебе это не льстит, нет? Ой, здрасте. Почем магнитики? Эти по 80, эти по 120, а эти по 450. Ты, дороговато. Ручная работа. И что, берут? Ну, в основном штамповку. Понятно. Говорят, у вас вчера удачный день был, да? А кто говорит? Нам нужны подробности вот про этого человека. Был такой. Скупил почти весь товар. Вот эти? Нет, он дорогие купил для коллег на сувениры. Для коллег? Не дороговато ли? Не знаю. А как он выглядел? Как обычный турист, веселый, разговорчивый. А он с группой был или один? Может быть, общался с кем-то? Не помните? Нет, не знаю. А что с ним случилось? Убили его? Да. Убили. Не-не-не, это мне очень приятно, что вы звоните. Где? В ресторане? Я там даму свою ужинал, но не уверен, что это был Востриков. Мы спиной друг к другу сидели. Но этот отвратительный смех… Удивительно, что вы с ним оказались в одном ресторане. Ярославль вроде город большой. Город большой, а этот ресторан первой строчкой в путеводителе. А Востриков с кем был? Не знаю, может, с женщиной? Я слышал, у вас на Волге самые красивые женщины, смесь разных кровей. А вот теперь и сам в этом убедился. Вот вы, например, очень даже в моем вкусе. Кстати, а вы замужем? Надеюсь, что да. Да, был здесь вчера, да, с каким-то мужчиной. А возраст, ну, хотя приблизительно. Да, ну, ровесники примерно, может, чуть постарше. Он заикался? Да. А? И этот? Да, да, вроде он. О чем они говорили? Ты не прислушивался? Смеялись много, выпивали. Тот первый вот постоянно болтал. Угу. Спасибо. Вы нам очень помогли. Все, да. Лихо он у нас, да? Берестяных дел мастер. Ярмарка уже закрыта. Ничего, ничего, завтра наглянем. Так, быстрее выгружаемся, давай. Пап, привет.
В школу едем. Почему? Потому что мама. Ну, мам! Так, после уроков ровно в 3 на этой скамеечке я вас заберу. Поняли? Да. Сядайте. Так, стоп. Можно я тебя возьму, а то у меня мой разряжается. Ладно, бегите за пятерками. Бегите на руки. Так, стоп. Жвачки. Молодцы. Давайте. Это не Степочка, это Ирочка. Значит, для детей ты доступен, для меня нет, да? Угу. Вот, да? А если я детям скажу, что ты нас бросил? Хорошо, разберемся. Валентин Николаевич, а вы уже здесь? Так рано? Я могу выйти, чтобы ты еще раз порылась в моем компьютере. Валентин, а я тут подумала, не хочешь позавтракать вместе? Тут недалеко открылась потрясающая кафешка. С чего это вдруг? Помнишь, ты мне тогда свой кофе отдал на корабле? Вот я и подумала, что долг платежом красен. И мне будет приятно. Что думаешь? Это судоходное начальство мне уже всю плешь проело. Корабль до сих пор в порту. Из графика они выбились. Действительно, нашли крайнего, да? А из Тутаева тоже нами давит, да? Да еще как. Держи меня. Спасибо. А скажите, вот эти корзиночки у вас свежие? Да, свежие. Не знаю. Юль, а мне здесь нравится. Правда? Да, давай каждое утро тут завтракаем. Слушай, а у следствия против Качалова-то есть что-нибудь, нет? Понятно, для чего все это. Да нет, ну, ты неправильно понял. Я правильно тебя понял. Так, давай-ка вернемся в отдел. Рабочий день уже начался. Подожди, ну что ты кипятишься-то, ну? Ну что, ты не скажешь, что ли? Нет, не скажу. Это закрытая информация. К тому же я не хочу отвлекать тебя от текущего расследования. Оно, конечно, не такое интересное, как дело Качалова. Подожди, у нас мелко все под контролем. К открытию ярмарки мы уже будем на месте. Ну, хорошо, да. Молодой человек, можно 2 кофе? Да. А мне тогда с собой. Хорошо. А мне воды. Пожалуйста. Холодной. Слушай, я не понимаю, ему что, ну сложно показать мне материал дела, что ли? Возможно, бережет твои чувства. А может, ты у него спросишь? У тебя-то он точно ни в чем не заподозрил? Не подумаю, если кто и может рассказать о Качалове, так это ты. Типчики. Спасибо, все, начали. Это Палков Майдан? Девочки, купите что-нибудь, не пожалеете. Ой, какая красота. А сколько стоит? Такая 800. Он вообще способен на убийство. Олег? Ну, вообще была одна история. Он случайно убил преследуемого, но внутреннее расследование показало, что он невиновен. Вспыльчивый? Ну, помнишь, когда я его машину-то ударила? Он, конечно, не на шутку разозлился. Возьмите, пожалуйста. Но я тебе должна сказать, что и в постели Олег тоже признается. Давай без интимных подробностей. Я тебе говорила, нельзя его отпускать. Стой! 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 Хорошо, что я вас встретила. А то самому бы идти пришлось. Зачем? Вы нам хотели что сказать? Про Баряна. Так. Так вы его все-таки знали. В армии вместе служили. Почему сразу не сказали? А вы поверили в такое совпадение? Вы бы меня сразу же повязали бы. На меня вечно все шишки сыпятся. Ну, Такой вот я везунчик. вот это вы зря, на самом деле. Мы бы обязательно во всем разобрались. Ну, так ладно, и расскажите мне по поводу вашей встречи. Значит, я его сначала не узнал. Так. А вот он меня сразу же скупил на радостях почти весь товар. И потом? А потом в ресторан повел. Дорогой для туристов с московскими ценами, там тоже меня угощал. И вас это задело? Да что вы,
разве можно обижаться, когда тебе наливают? Выпили крепко, разошлись, а потом поэтому я хотел вас разыскать. Думаю, вдруг важно. Мужик его какой-то нагнал после ресторана. И они вместе на пароход пошли. Что за мужик? Я со спины его видел. Потом выпивший был. Слушайте, вы сейчас тоже, что ли, выпивший? Никак в себя прийти не могу. А вот вам рассказал, и легче стало. Понятно. Ну что ж, спасибо за информацию. Это может быть очень ценно. Вы только домашний адрес оставьте. Не вздумайте никуда из города уезжать. Куда я денусь? Не всем же на круизных лайнерах рассекать. Пушкин? О, ничего себе у вас говорящая фамилия. Кто-то и за лотками стоять должен. Спасибо. Покажешь нам, Катя? Конечно. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это мы? Как дела? Нормально? Мама в город вышла. Да, что-то она, видимо, совсем духом попала, да? Раньше Боря порядок наводил и нас заставлял. Боря? Отчим, что ли? Да. Слушай, Степан, мне кажется, или между вами были какие-то трения? Он давил на меня немного. Он просто хотел, чтобы мы были нормальной семьей. Мы не ссорились, если вы об этом. Не знаю, у ваших соседей другое мнение. Они сказали, что перед тем, как выйти в город, между вами был спор на довольно повышенных тонах. Может быть. Он просто слишком активный был. Он тащил нас на каждую экскурсию. А вы не хотели? Да я вообще не понимаю, как я угодил в этот семейный круиз. Степан, а мне кажется, вы говорили, что вы не покидали корабль? Нет. А откуда у вас вот это? Вот это вот. А? Ладно, вы тогда пока разбирайтесь, кто куда и когда сходил, а я пойду навещу нашего мастера. Только иди сразу к нему домой. Вряд ли он работает в таком состоянии. Ну что, Степан, откуда у вас ярославский сувенир? Там все отлично. У мамы пунктик, она всякое барахло постоянно отовсюду тащит. А не могло быть так, что она вышла на берег, а вы об этом не узнали? Вы что, думаете, что это она? Что это мама? Это я. Я вышел на берег. Я хотел встретить Борю. Он не отвечал на звонки, и мама начала нервничать. И встретили? Нет. Нет, я его не видел. Я просто купил маме этот сувенир, чтобы хоть как-то ее порадовать. Помните, у кого купили? Не помню. Не помню. На набережной. Хорошо, хоть один нам телефон оставил. Я же говорю, что нет. А можно я его подожду? Мне нужно задать ему пару вопросов насчет его армейского товарища. Он всю жизнь по дереву режет. До сих пор он деревяшки собирает. Покрутит в руках, тут же ножичком уберет все лишнее, домой тащит. Но только те, в которых вот что-то есть.
Я не знаю, когда он явится. Это ваш муж? Да. А есть еще фотографии? Есть вот здесь. Можно? Вот таким он вернулся. Угу. Только заикаться начал. А вы до армии с ним были знакомы? Да, мы в школе начали встречаться. Он был отличным парнем, добрым, веселым, мечтательным. Я перед армией за него выскочила. А после возвращения вот… вот. Ну да, вижу. Как будто подменили. Он и поступать никуда не стал, а ведь отлично рисовал. Да. Его поделки очень отличаются от всего, что продается на ярмарке. Сережка, он художник в душе. Угу. А вот продавец из него никакой. Вчера он весь товар назад притащил. Ни копеечки не заработал. Как не заработал? Здравствуйте. Сергей, а почему вы сказали жене, что ничего вчера не продали? Сюрприз Ленке готовлю. У нас скоро юбилей, 20 лет. Да и не хотелось мне про эту подачку говорить. А почему про подачку? Потому что так только с нищими старушками поступают. Купят и оставят. Так и он купил, а собирать не стал. Только магнитик взял. А жене, что ли, не знаю. Этот? Да, этот. А. Я на Баряна не в обиде. Он задеть меня не хотел. Так он. Душа нараспашку. Как в юности. Вы про армию? Ну, вы же с ним там познакомились. Армия. Все мы тогда хороши были. Сначала нас дрючили, потом мы… И Борька был такой же, как все. Извините, пить охота. Значит так, сувенир был действительно куплен у нашего свидетеля. Соответственно, либо мама, либо сын были на ярмарке. И еще, оказывается, Остриков в армии прошел через дедовщину, а Степан призывного возраста. Могло навеять. Парень все-таки выходил на берег. Везу его к нам. Все. Сергей. Сергей. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы проехать со мной в отделение? Нам нужно, чтобы вы опознали человека, с которым ваш друг ушел на корабль. Дай сюда, моя очередь! Отвали! Дай сюда, или сам ей позвони. Ну зашибись, или вообще без связи остались. Надо было сразу звонить, а не играть. Нам теперь обыграйся. Степа, Ваня, а вы почему до сих пор здесь? Может, он, а может, нет. Говорю же, я со спины его увидел. Я очень хочу вам помочь, но если ошибусь, то этот парнишка
Сколько ему? 18. Нет, наверное, не он. Ладно, что ж, спасибо. Угу. Извините, а вы не могли бы мне все повторить, то, что вы говорили дома под запись? А вы папин телефон помните? Что такое? Ну, здорово. Здорово. Что? Пить? Славик, слушай, купи бутылочку лимонада, а? Может, просто водички, я там без Борислав вчерашнего. Яныч, лимонад в стеклянной бутылке. Понял. Пройдемте? Ёшкин кот. Блин, когда привыкну. Держите. Я понимаю желание Бориса заменить вам отца. Возможно, у него не всегда это хорошо получается. Но тем не менее. Знаешь что, Степ? Можно на ты? У меня просто у самой 2 сыновей. Кстати, один из них ваш тезка. И не всегда знаешь, что лучше. Закалять их или оберегать от жестокости. Держи. Мама, это другое. Она даже если даст подзатыльник… Подожди, подожди. Знаешь что, одинокая женщина воспитывать сына – это тоже не подарок. Я уверена, что твой отчим хотел как лучше. Как лучше? Вы вот это называете как лучше? Да он каждое утро выгонял меня на улицу. В любую погоду. Даже в этом гребаном круизе. Сперва бег до посинения. А потом упал, отжался. Упал, отжался, упал, отжался. А сам стоял рядом и курил. Его просто бесило, что меня с моим больным зрением не берут в армию. Вот и устроил мне дедовщину на дому. А мама что? А мама его боготворила. Как же она теперь будет одна-то? Одна? Степан, почему одна-то? Здорово. Здорово. Итак, значит, в 17:30 вы с Востриковым вышли из ресторана, так? Угу. А, кстати, почему его нет в вашем дембельском альбоме? Ну, вы же ведь были друзьями? Я просмотрела все от корки до корки. Есть чем? Потеряли, да? Свой перочинный ножик? Это ведь не допрос. Пока нет. Тогда я, пожалуй, пойду. Ага. Стойте. Сядьте. Пишите. Я просто хотел с ним поговорить. На набережную эту я вышел, чтобы мама не видела, как мы скандалим. И я ждал, а его все не было. Тогда я замерз и решил пройтись туда-сюда. Я ходил, а потом… Что потом? Я увидел Борю. Он лежал на набережной, весь в крови. Ой, простите, пожалуйста. Простите, скажите, пожалуйста, как долго это еще будет продолжаться?
как долго будут держать моего сына? Поймите, он же совершенно еще ребенок. Как долго его будут держать? У меня мобильного не было. Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Он сказал, чтобы я достал его телефон. Я же совершенно ничего не знаю. У него из кармана. Я наткнулся на пакетик с сувениром. И взял его только машинально. Тогда он из последних сил в другом кармане салабон. Тогда я просто развернулся и ушел. Степа, Степа. Ты же, видимо, мог его спасти. Но я этого не сделал. Я его не убивал. Ты ненормальная? Он вернется. Серьезно? Угу. Ну, сиди, жди. А мне есть чем заняться. Мы никогда не были с ним друзьями. Разный призыв. Я был молодым солдатом, а Востриков — дедом. Самым жестоким из всех. Однажды он поднял меня ночью. Он и еще двое старослужащих. Я на гражданке пытался все это стереть из памяти, да все никак не получалось. Что-то во мне сломалось. Еще выпивать начал. Вот я встретил его. Это он нарочно все купил, чтобы крутость свою показать. После ресторана пошли на берег продолжить. А все, поражался, как так? Весь год измывался надо мной, а тут я для него лучшая дружба. Все-то у него прекрасное, по круизам разъезжает. Я читал. Это статья 125. От штрафа до года. Меня посадят, да? Не знаю. Не нам это решать. Нет, в угол поставят. Значит так, варианта у нас два. Либо к вечеру на моем столе будет лежать протокол с признанием, либо 2 заявления об увольнении. Все. Валентин Николаевич, видели? Да уж, сплошное разочарование. А ножичек-то я всегда с собой ношу. Мало ли какая деревяшка попадется. То есть вы убили своего сослуживца и пытались свалить все это на несуществующего мужчину? Не хотел никого подставлять. Тут увидел эту парнишку и понял, что сейчас сломаю ему жизнь. Знаете, я только вот одного не могу понять. Как вы такой добрый человек, и как вы смогли? Не знаю. Ярость накатила. Не смог совладать с собой. Но зато теперь эта сволочь больше никого не покалечит. Ну ты даешь, Гамаюн. Я до последнего была уверена, что взяла верный след. Ну, вообще-то ты и взяла. По сути, они оба виноваты. А, кстати говоря, Пушкин готов показать место, где выбросил нож, поэтому надо отправить в Долазов, пока течением не снесло. Слушайте, я вот не из праздного интереса спрошу. Скажите, а все немножко приболеты из армии возвращаются? Просто у меня 2 сыновей, и поэтому интересно. Не знаю, я в музыкальной роте служил. На тромбоне играл. Присоединяюсь к поздравлениям.
Я же сказал, как дело закроете. Что, получается, что женщину убили уже после того, как Качалова сбила машину? Ну да, ты его подозревал. Кто я? С чего ты взяла? Ну, просто ты тогда говорил, что… Я никогда не считал, что Качалов убийца. Если подслушиваешь, то слушай внимательно. Не убегай с середины разговора. Пойдем. Ирочка, добрый вечер. Ой, а что вы здесь делаете? Ну, кораблик мой уплыл. Вот я и подумал, что вы, я… А случайно встречи не бывает, ведь не зря я попал в этот город. Слушай, а там еще один пенсионер проститутками ограблен. Нам надо срочно ехать. Кстати, вам еще очень повезло, что вы в живых остались. Извините. Убежали. Ирочка! Ирочка, я… Я знала, что он не мог убить. Как мне вообще такое в голову могло прийти? Олег, он такой нежный. Подожди, а мы куда едем? В старый дом. Ты же мне обещал до дома провести. Видишь, дожди зарядили, я там зонтик забыла. Что-то я не поняла. Может, ты собираешься проникнуть в жилище твоего мужа? Во-первых, это мой дом тоже. Во-вторых, у меня есть ключи. Поэтому взломом это считаться не будет. Не, давай вот эти штуки без меня, ладно? Оставим машину. Ты знаешь, каких сил мне стоило заговорить горячего вчера зуба? Слушай, а мы точно сюда за зонтиком приехали, а? Багет! Багет, хороший, хороший. Привет. Нам здесь рада. О, слушай, это не он? А? Ир? Не он. Как не он? Ну, это У же меня тоже… синий был. Ну, это тоже женский. Я тебе и говорю, что я права, что у него кто-то есть. Слушай, давай мы это в машине обсудим, а то он придет еще сейчас. Пойдем, слышишь? Нифига он не вернется. Смотри, у него последняя геолокация около школы. Да ладно, ты что, по GPS, что ли, отслеживаешь? Блин! Что? Я детей в школе забыла. Господи. Надо маме звонить. Димонка. Слушай, я надеюсь, это не он? Это не он, я надеюсь? Добрый вечер. Сегодня очень такая погода дождливая. Промозглая. Добрый вечер. Добрый вечер. А ты что тут делаешь? Вещи пришла забрать. Мне интересно, что ты делал в школе, а? А ты угадай с 3 раз. Что, к детям клинья подбиваешь? Кстати, откуда тебе это известно? Извини. Эр, я пойду, я тебя там подожду, ладно? Ой. Здрасте. Вовчик, а что ты? Представь нас.